Здравствуйте, дорогие друзья! Я не случайно оказался на этом канале. От вас поступало много просьб, адресованных Лилии Нор, чтобы узнать, что такое планета Раху и Кету и как они влияют на нашу жизнь. Лилия очень внимательна к просьбам своих подписчиков, поэтому попросила меня рассказать вам об этих необычных планетах. Я Дмитрий Бутузов, ведический астролог, и чтобы раскрыть для вас эту тему, я сниму 3 ролика. В сегодняшнем выпуске мы узнаем, что это за такие интересные планеты Раху и Кету. Плюс вы сможете сделать самодиагностику, понять, насколько у вас получается жить в гармонии с этими энергиями. И если не получается, что нужно конкретно делать, чтобы улучшить свою жизнь в этом направлении. А в 2 последующих роликах мы поговорим о положении Раху и Кету в 12 домах гороскопа. Я объясню, где вы сможете построить свой личный гороскоп, и уже после этих видео вы поймете, как эти планеты влияют именно на вашу судьбу и на что следует обратить внимание. Ну что, поехали! Раху и Кету астрономически не являются проявленными планетами. То есть, если мы посмотрим на небо, мы их там не увидим. Это точки пересечения орбиты Луны с плоскостью орбиты Солнца. Давайте поразмышляем, что дает нам понимание, что эти планеты не проявлены. А то, что энергии этих планет очень тонкие и не всегда очевидны для материального взгляда. Например, наш глаз воспринимает 7 базовых цветов. Но если мы захотим увидеть ультрафиолетовый или инфракрасный цвет без дополнительных приборов, то, скорее всего, у нас ничего не получится. 7 базовых цветов соотносятся с 7 проявленными планетами, которые мы используем в ведической астрологии. А ультрафиолетовый инфракрасный цвет — это как раз-таки у нас Раху и Кету соответственно. Раху у нас отвечает за иллюзию, под влиянием которой человек бегает за искусственным счастьем. Давайте подумаем, можем ли мы увидеть иллюзию? Скорее всего, нет. Сосредоточенность на материальном развитии, наш дом, машина, дача, миллионы на счетах, в банке, известность, власть — все это может отвести человека от его настоящей природы. Природы любви и счастья. Наши материальные глаза не видят влияния иллюзии. Тут нужны глаза знания о законах жизни. Юпитер — это тот, кто может убрать с наших глаз эту пелену. Также мы не видим материальными глазами духовную энергию. Иногда люди кидают вызов: ну где же ваша душа, где ваш там Бог, покажите их. И тут будет ответ очень неожиданным. У них нет глаз, чтобы увидеть все это. Сколько святых подвергались насилию, убийствам за всю историю. Материальные глаза не могли увидеть их любовь в сердце, их чистоту, сострадание. Раху и Кету — это 2 крайности. Раху ведет к материальной жизни и страданию, Кету ведет к освобождению и счастью. И это выбор сделает каждый из нас. Теперь давайте сделаем самодиагностику. Если вы гармоничны с энергией Раху, то что вы будете чувствовать? Что вы легко можете видеть сквозь иллюзию материального мира, видеть обманы и хитрости других. У вас будет способность понимать законы Вселенной, желание жить в чистоте, носить натуральную одежду, кушать натуральную пищу. Если же вы не гармоничны с этой энергией, то может проявляться склонность к наркотикам, алкоголям, любым видам интоксикации, желание ходить в ночные клубы, казино, бары, зависимость от телевизора, новостей, компьютерных игр, желание манипулировать, владеть магией, какими-то экстрасенсорными способностями, но делать это для корыстных целей. Если вы чувствуете, что у вас проявляются качества и с гармоничного Раху, и не из несгармоничного Раху, то это означает, что у вас средний показатель, и все равно нужно стремиться всегда к гармонии, к этой энергии. Для начала я вам дам 3 рекомендации, которые помогут гармонизировать эту энергию. Первая рекомендация — это натуральная одежда и питание. Потом больше проводите времени на природе и старайтесь развивать искренность в отношениях с другими. Теперь по Кету. Если вы гармоничны с этой энергией, то у вас будет проявляться проницательность, интуиция, такие мистические способности, психическая чувствительность. Скорее всего, будет очень глубокое такое отсутствие страха смерти, ощущение, что в этом мире все пропитано законами Бога. Если вы не гармоничны с этой энергией Кету, то может отсутствовать концентрация, проявляться отчужденность, неуверенность в себе,
безразличие к окружающему миру, зацепка за прошлого, за стабильность. Это, знаете, как такие люди, которые, а вот раньше, помните, было в советские времена, газировка по 1 копейке, хлебушек там по несколько копеечек. Вот это были времена, где было счастье, где была гармония, где были отношения. Не то, что сейчас. То есть люди зацеплены за прошлое и живут с счастьем, но не в настоящем. Раху — это счастье в будущем, когда я думаю, что мое счастье где-то там впереди, мне надо к нему стремиться, заработать больше денег, построить дом, вырастить там детей там, или еще там что-то. Кету — это у нас счастье в прошлом. Если вы хотите поглубже поработать с энергией Раху или Кету, то рекомендую посмотреть видео с планетного марафона, в котором я подробно рассказываю об этих энергиях и способах гармонизации. Ссылку я вам оставлю в описании. На этом я остановлюсь. В следующих 2 роликах вам покажу, где вы сможете построить свой личный гороскоп, посмотреть, на какую сферу жизни конкретно у вас влияют Раху и Кету, и узнать, как это может проявиться в вашей жизни. Будет очень практично, интересно. Понравилось видео? Поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи!